Дорогие подписчики, здравствуйте. Наконец-то приехала эта очаровательная блондинка из Англии, из Лондона. Вот вы спрашивали, куда я потеряла виду. А она же живет в Лондоне, и вот когда она приезжает, я могу вам ее предоставить. И вот она ехала, говорила, долго-долго еще несколько месяцев и приехала. Так, ну вот расскажи подписчикам, какой ты раз в Египте. Слушайте, я уже, не знаю, Да? может, 4-й или 5-й. Так какой? Только я тебя знаю, 3-й раз ты приехала. Ди, ты мне скажи такой момент. Вот ты веришь, что, допустим, с египетским мужчиной можно создать хорошую семью? Нет, Почему? нет. Я не знаю, именно в моем возрасте, может, где помоложе женщины, может быть. Угу. А вот в моем возрасте тоже, наверное, нет. Они все как бы заняты, семьи имеют свои. Угу. Нет, наверное, нету такого свободного. Не знаю, может быть, был бы какой-нибудь, жена-то, может, умершая или что. Да. Вот такой только может быть. А если другого не может быть. Если бы он хотел бы, но нет. Нету нормального. Не то, что нормальных нет, есть, наверное. В любой стране есть нормальные. Когда хотят, но я не знаю, здесь, мне кажется, хотят только денег твоих, использовать тебя. Да, а вот как ты думаешь, как их можно удержать, этих красавцев? Чем? А ничем. Они на тебя так смотрят, что, понимаешь, я не знаю как. Что ты можешь дать? Что ты можешь только дать. Понимаешь, я вот сколько здесь нахожусь, и ей-богу, я общаюсь с египтянинами, но как вчера мне один пишет, общаюсь. Один мне пишет, ты здесь? Я говорю, здесь. Давай, можно где-нибудь сходить, но с тобой встретиться и обед, типа, на ланч. Я говорю, конечно, можно. А он тогда мне говорит, пишет мне, а к тебе можно домой? Нет, говорю, ни в коем случае. Так я говорю, ты хочешь с женщиной побыть? Ланч и дома у меня. Женщину угости, может быть. Ты мне очень нравишься. Мне, говорю, знаешь, я много кому нравлюсь. Я все время вот так говорю. Я много кому нравлюсь. С такой энергетикой, правильно. У нее энергетика шикарная. Если бы мужчина хотел бы, то он сказал бы, давай сходим, где-нибудь, сходим, посидим. Он к тебе домой. Я говорю, нет. То, что там, где я снимаю, я вчера написала, я домой, я только здесь одна, и мне никого не нужно. Нет, не надо мне. Никого, Вика, мне не надо. Нет. И уже вижу, что использовать будет. Да. Значит, я приглашаю на обед, моя жратва. Еще секс захочет. О, нет. Нет. Для того они и. Да. Нет. Как ты думаешь, возраст имеет значение для египтян? Нет, наверное. Правда? Им лишь бы с кем. Лишь бы с кем. Если, видит, женщина чистая, аккуратная, одетая довольно неплохо, то значит, она и при деньгах, она имеет все. Я живу для себя. Я вот говорю, мне для здоровья. Я не молодая женщина, и мне сколько я смогу, столько я здесь буду ездить и жить. Да. Вот и все. Это для себя живу. Для себя. Никаких работ, ничего. А вот скажи, ты бы могла конвертировать валюту сюда, в Египет, как вот делают многие женщины, покупают машины, квартиры им? Египтянам? Да. Ты что? За какие это... Найди мне такого мужчину, который немножко обо мне сначала позаботился. Да. На обед сходил, там, свозил куда-то. Был бы заинтересован во мне. Да. Тогда, может, можно что-то
и думать, но только нет, никак. На обед я к тебе приду. Я египетским тебя, говорит, буду обедом кормить. Я могу в Да. ресторан сходить и Да. покушать. Я ему написала вчера, что я неплохо сама готовлю. И мне не нужно, чтобы кто за мной ухаживал. Ты, говорю, имей свою семью и давай. Там тебя счастье ждет, нравится. Ну что я нравлюсь? Я им написала, я много кому нравлюсь. Но это не для меня. Нету заботы, нравится, но мне много чего нравится. Вика, ты мне тоже может нравиться. Да. Мне может вот там очень много чего нравится. Но я не могу ни взять, ни иметь, ни от этого что-то. Мы можем только посидеть, пообщаться, покушать, Да. побыть и все. Да. Слушай, Вида, А с ними разве побыть можно? Да. Вот такой вопрос. Ты бы могла быть там второй женой, третьей, четвертой? Нет. Нет. Нет, Вика, нет. То есть, ну вот как ты... И может быть, знаешь, как мне это говорит, вот, ну, я там в Лукшере семью имею, а мы в Гургаде будем. Да. Я там на неделю, месяц раз езжу к семье, дети есть, а с тобой все время здесь. Я объясняю, она твоя была и будет всю жизнь, это жена, эти дети. Типа развестись я не могу, потому что это очень у них дорого, мне объясняют. Ну, твои проблемы. Ты, если хочешь кого-то иметь, тебе нравится, то ты сделаешь все. Спрашиваю, сколько ты зарабатываешь? Моя жена вечно приеду, недовольная. Чем, говорю, твоя жена недовольна? Вы в месяц раз, неделю видитесь, в месяц раз или там 2. Приезжаешь ты на неделю, где к жене, к семье. Я говорю, чем она недовольна? Ты, говорю, она, значит, не знает, сколько ты зарабатываешь точно? Или не все отдаешь, если даже какую-то часть. Он мне объяснил так, что... Ну, я не говорю, что он плохой, это человек. Он моложе намного меня. Он пишет, что я ему нравлюсь. Так я стала объяснять, говорю, ты или не все рассказываешь, или не все отдаешь. И говорит, моя жена живет с моими родителями, семья моя. Значит, часть денег, то, что я зарабатываю, отдаю жене и родителям, помогаю. Вот тогда мне вопрос возник. Говорю, хорошо, я тебе нравлюсь, все хорошо. Ты там приедешь, неделю побудешь, приедешь сюда в Гургаду. А меня как? Нужно тоже содержать? Я так и спросила. Как это будет? Вот говорю. И как? И как, говорю. Ну, за квартиру буду я платить, а питание за твои. Или наоборот. Будем снимать, ну, типа он как египтянин, дешево ему будет это снимать. А я уже, значит, он... Питание с тебя. Питание с меня. Или с него питание, типа на карточку он будет покупать, как-то он мне объяснял. Я говорю, нет, дорогой, нет. На чью карточку? На твою или на свою? На свою, не знаю на чью. За квартиру... Да. То есть, получается, ну да, все продумано. А как все продумано. Понимаешь, ну не зря. Он мне как-то один раз я сижу дома и звонит телефон. Я так раз с разгону смотрю, он мне звонит. Мы по мессенджеру общаемся. И он, оказывается, не в Гургаде, а там у себя. И там родители видно, вот это мой отец. Ну, думаю, из уважения, ну, пообщаюсь. Пообщались мы, он уже меня показал. И после нашего разговора сразу я улыбалась, все хорошо, вот тут мои дети бегают, тут сестры дети, родители тут мои. Он мне показал, в Асване он, по-моему, живет. И я поулыбалась, все хорошо. Но когда разговор кончился, я тут же позвонила ему и сказала, ты что себе позволяешь?
ой, ты моим родителям очень понравился. Отец сказал, женись на ней. Ты только жениться должен на мне. Ты, говорю, жену же имеешь. Актеры, жениться должен. Посмотрели, какая женщина из себя. Значит, она все при всем чем имеет. Все. Ты будешь с ней, и в семью будет хватать, и вам хорошо. Да. Я сказала, не. Я говорю, нет, никогда. Вот говорю, вчера написал он мне, я сказала, нет, встречи никакой не может быть. Раз ты женщину даже не можешь на ланч куда-то свести, в кафе посидеть, то придет он ко мне домой, дай пожрать, дай секса. Зачем мне это? Не. Мне этого не надо. Я без этого 100 лет живу и обхожусь, и мне хорошо. Да. То есть, а как ты вот относишься к тем женщинам, которые покупают машины, квартиры на их счет? Нет. Европейки? Нет. Так же высосет все до ниточки. Да. До ниточки, и всегда будет мало. Да. Всегда будет мало. А чем мотивируются вот эти женщины, которые это делают? Недолюбленные, они счастья в жизни не имели. За похвалу? Хвалят, какая ты из себя, какая ты, а это только ради выгоды будет говорить, наверное. Я так думаю. Ни за чего больше. Только ради выгоды. Чтобы привлечь к себе. Он, понимаешь, он или они лентяи. Почему я не... Жены у них нигде не работают. Жена дома, рот завязан, как мужик скажет, так и будет. Думаешь? Да. Ей не важно, откуда он деньги возьмет. Лишь бы семья была, дети, жена, сытые, обеспеченные всем чем. Они что, я не знаю, я бы не могла позволить себе, Виктория, представляю, неважно, какой мужчина национальности, ерунда это все. Когда ты с человеком хорошо, он пускай будет белый, черный, красный, хоть зеленый. Но если я замужем за него, и я знаю, что вот теперь он уезжает, к любовнице, там быть с ней неделю, 2-3, чтобы деньги забрать, чтобы только... Я бы не могла этого. Нет. Не важно, какой это мужчина. Или он мой на этот момент, сколько я с ним живу. Или если у нас ничего не получается, то значит до свидания. Да. Это не мое и не мой. Я лучше чай и хлеб с маслом буду, и мне это будет хорошо. Да. Не надо мне никакого богатства. Я так жила, я имела мужа. Очень в те советские времена он начальником работал, и у меня даже цветной телевизор, ковры, уже все было. У кого никогда ничего не было. Но не в коврах, не в телевизорах, не в человеке дело. Не в деньгах даже. Можно жить, бедно, но чисто, аккуратно, что было бы. Да. Жрать сделано, сварено. И душа на месте и была. Душа на месте была бы. Чтоб я знала, что он меня любит, уважает, что я одна у него, а не так вот, чтоб... Нет. Угу. Я жила всякую жизнь. Потом я его оставила, мужа своего, когда-то. Пил. Работа очень хорошая была, денег было, Это его... Деньги хорошо, когда есть деньги, но меру деньгам надо знать, цену. За что ты их получаешь и за что ты ответственный. Начал гнать халтуру разную, работы такие, во вторую смену работать, начальство это уходят, они токаря, фрезеровщики, знаете, чем занимались. Но вот, значит, в те времена телевизор сломался, какую-то часть надо, там машина сломалась, выточить, выкроить, что-то выделывать. Он очень делал красиво, например, пластик был у них, пластмассовые детали. То тебе и полочку сделать, и ручку какую-то, на двери, такие полку сделай, как будто с хрусталя это все.
А ты вот расскажи подписчикам, как ты день тут проводишь? Я все время ну вот приехала, говорю, на второй день я заболела. Я поймала какую-то бациллу, не знаю где, в самолете или в аэропорту. И мне началось как бы насморк, а потом температура. То, наверное, сутки спала. Бегала за лекарствами, пила лекарства и лечилась, чтобы это прошло. Но прошло это все хорошо, нет у меня ни кашля, ничего. Ну и потом бегала на пляж с утра, выйду и до вечера. Да, на пляже? На пляже. Каждый день? Каждый божий милый день. Пока нос не загорел, и такой как волдырь получился. И пришла домой, помылась, и он лопнул, и как бы рана открылась. И покрылась такой, ой, боже. Ну, тогда бегала обратно в аптеку, чтобы это как-то лечить. Как в одну аптеку зашла, говорит, надо мазь с антибиотиками. А вот у нас, где я тут живу, есть в конце дороги, где мы вот ресторан там рыбный ели когда-то. Есть с этой стороны, вот где ресепшн, идешь до конца улицы, там аптека очень хорошая. Работает мужчина и девушка молодая. И они очень, снова говорю, дали, и сказали от солнца, ты только маш. Короче, ты мазала? Мазала, и 5 дней я все равно на пляж ездила, и я их под этим зонтиком сидела все время. Выкупаюсь, мокрая, иду на солнце, на живот ложусь, обсохну, и кремом натрусь, и позагораю час на спине. На животе лягу. А так не было под солнцем. 5 дней не было. 5 дней. И вот уже сошло мне это все. Уже лучше. Вчера не ходила и сегодня на пляже не было. А что ты говоришь, ты там, что-то у тебя там есть выпить, с утра пьешь? Горячительное. Я в аэропорту купила... Я очень, я не знаю как. Как говорю, для расширения кровяных сосудов. Утром кофе и виски. Капитан Морган. Вау! С утра или вечером? С утра. Кофе сделала и... Это что, да? Не 100 грамм, 50, да? Когда 100. Прям... Если никуда не еду, кофе, да? Тогда поела, овощи, яичко. Короче, так себя балуешь утром и вечером, да? Утром, так, вечером тоже. Если какие дела, Морган, да? Если еду за рулем, никаких этих пьянок нету. Ты забудь эти все. Жду, когда освобожусь от этого всего. Если в аэропорт съездила, приехала вечером, обратно. Мне надо ужин, а до ужина обратно мне надо чего-то. Ты капитан Морган и в Англии тут пьешь, да? Я бутылку привезла здесь, и его утром... И в Англии, да? И в Англии. Капитан Морган, да? И Джек Дэниелс. Джек Дэниелс. Идет. Водку не пью, ничего больше не пью. Да? Вины. На день рождения подружки приходили, кто вино, кто шампанское принес, так они в холодильнике у меня и стоят. Я это не люблю. Не любишь? Нет, что это за водку пить? Да. Иногда пью пиво. Как? С колбаской. С колбаской, вот то, что я тебе показала. Да.